Всем привет, друзья! С вами снова я, Роман Артамонов. Ни для кого не секрет, доход населения падает, уровень жизни падает. И каждый из вас хоть раз задумался над тем, чем может заниматься помимо основной работы. Это рубрика «Бизнес в гараже». И сегодня у нас в гостях спортсмен, комсомол, наконец просто красавчик, заслуженный деятель Китайской Народной Республики, лазерный станок ЩТУ. Astronomical, she kinda basic. One of my numbers, send it back to the matrix. Red pill, blue pill, what am I taking? LAX on the beat. Друзья, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, поставьте жирный лайк, уничтожьте просто кнопку колокольчика, чтобы не пропускать новые, еще более полезные видео. А мы начинаем, поехали! Друзья, и более подробнее об этом станке нам расскажет собственник оборудования Роман. Да, друзья, всем привет, всем доброго дня. Спасибо, Роман, что пригласили. Расскажите, пожалуйста, историю появления этого станка, что на нем производите, и самый главный вопрос, сколько вы на этом зарабатываете? Роман, на самом деле история этого станка достаточно простая, как и любое оборудование, почти любое, которое мы приобретали под какой-то конкретный заказ. В данном случае в пандемию, в коронавирус была актуальна тема защитных экранов для магазинов, для АЗС. И вот на этой теме, можно сказать, мы и хайпанули. И для этой темы мы брали этот станок, реализовали все. Этот станок окупился буквально там за считанные месяцы. Роман, а можно, кстати, я просто камеру возьму и сам в нее все расскажу, хорошо? Да, конечно, спасибо. Короче, брали мы этот станок новым, бэушный, потому что не могли нигде найти. Был один станок на Авито за 420, по-моему, тысяч. Но пока мы чесали репу, брать его и не брать, он просто ушел. Но нам повезло, в Новороссийске был как раз такой станок с таким же рабочим полем, который мы искали, 1600 на 1600. Обошелся он нам, по-моему, 540 тысяч. И шел он к нам неделю. После того, как его привезли, на следующий день к нам приехал настройщик, настроил все, и мы уже в этот же день начали резать оргстекло на нем, потому что у нас уже поджимали сроки. Помимо резки оргстекла мы делали на нем гравировку логотипов, навигационные таблички, надписи на нержавейке. Даже пытались запустить там кукольные домики. Но сейчас просто столько заказов на мебель, что руки не доходят до кукольных домиков. Должны, по идее, ноги доходить. Короче, ноги не доходят до кукольных домиков. На самом деле идей, что на нем можно производить, достаточно много. Есть специализированные сайты, где полно бесплатных моделей, где вы можете взять какую-то модель, чем-то ее дополнить и также продавать. Вы можете подключить дизайнеров, вы можете сами какую-то идею попробовать реализовать. Реально, если вы с головой, то вы найдете, что на нем производить. У меня знакомый на нем гравировал брелки с номерами машин, работал в компании, где там 1500 сотрудников, и у него реально очень много было заказов, и помимо этого он еще выставлял это на Авито, и с Авито были заказы. 100 рублей брелок, праздники вообще скупает все. И ценность этого станка вот реально проявляется в празднике, когда вы на нем что-то наделали, и вот в один день вы все продали. 23 февраля продали, 8 марта продали, к Новому году продали. Это тоже может быть дополнительный доход. В гараже вы делаете потихонечку, потом бац, выставили на Авито, бац, продали, бац, по знакомому там что-то продали. Но реально тем очень много для того, чтобы зарабатывать. Например, очень популярна сейчас идея там с карты мира, с подсветкой там или без подсветки. Реально люди, крупный бизнес на этом строят, просто делая вот такие карты мира и из драгоценных пород дерева. И люди покупают, на это есть спрос. И почему бы вам не протестировать? Может быть, эту идею чем-то дополните, и у вас тоже пойдет. Почему нет? Вы не обязаны всю жизнь работать на дядю, вы должны просто попробовать хоть раз заниматься чем-то своим. У вас нечего кушать, тогда идите на работу. Но если у вас есть что кушать, если вы как бы более-менее независимы, тогда попробуйте создавать свой бизнес, попробуйте создавать дополнительный доход. Неважно, там, деревяшками вы занимаетесь, металлом, там, всем чем угодно. Если вас прет от этого, если вы как личность развиваетесь, то это дополнительный стимул, это дополнительные возможности для улучшения вашего благосостояния. И вот эти первые деньги, которые вы получите за продажу своего товара, это ни с чем не сравнимые ощущения, когда вы получаете деньги за товар, который вы собственными руками произвели. Вам стоит только один раз попробовать, и все.
и вы на крючке. Из поломок на данном станке поменяли трубку через 8 месяцев, но мы реально просто на ней очень много работали. Так, в принципе, трубка рассчитана где-то примерно на год, но вот у нас первая трубка отработала 8 месяцев. Поменяли трубку, сзади у нас там еще кое-какие моменты были с проводкой, она просто сгорела, проводку поменяли. Короче, проблема была вот здесь вот, наверное, из-за этой проводки все сгорело. Вот эта вот трубка, она была здесь проведена, она полностью сгорела, вода оттуда вся вылилась. Вот этот провод, который внутри, он тоже там сгорел весь. И вот этот провод, вот эту трубку мы полностью все меняли. Ну, в принципе, все, больше никаких с ним проблем не было, никогда он не отказывал, режет четко. Главное, мы работаем и зарабатываем на этом, и, наверное, это самое важное. Друзья, никогда не берите оборудование просто так, якобы вы возьмете и потом придумаете, что на нем производить. У вас уже должна быть четкая цель, что вы будете на нем производить. Мы так почти все оборудование брали, которое у нас есть. У нас была задача, и мы под эту задачу уже покупали оборудование. Не наоборот, не сначала оборудование, а потом задача. Нет, сначала цель, задача, а потом уже оборудование. Тогда вероятность того, что вы начнете на нем зарабатывать, крайне высока. У вас должен быть какой-то уже проект, какая-то идея. Возможно, вы даже ее уже где-то продали, где-то какие-то части на ее уже заказали, где-то выставили рекламу, рекламируетесь, и уже какие-то у вас продажи пошли. Тогда нужно брать оборудование. Но не изначально я сейчас оборудование возьму, а потом типа придумаю, что на нем производить. Нет, так не работает. Но если честно, как отдельная единица оборудования, мне кажется, здесь все-таки это больше про самозанятость. Только вы начнете работать в тандеме с каким-то другим оборудованием, например, с мебельным, да, с фрезерным станком, то у вас возможности просто увеличиваются многократно. Не знаю, как бизнес в гараже, да, можно его рассматривать как бизнес в гараже, но если вы хотите уволиться с работы и просто тупо производить что-то в гараже, то, мне кажется, много вы на нем не заработаете. Это не станок для миллионных там каких-то сумасшедших прибылей. Да, начать что-то на нем можно, но потом вам нужно как-то понимать, что вам нужно масштабироваться. И если вы для себя не откроете масштабирование, то, скорее всего, вы так в гараже и останетесь, и в итоге вам эта тема надоест. И в конечном итоге вы просто распродадите оборудование. Да, вы, может быть, даже оно окупится у вас, может быть, даже вы потратите деньги, и так как рынок оборудования в России постоянно растет, рынок бэушного оборудования, да вообще цены растут вообще на все, на металл, на оборудование, на все что угодно. Вы, может, даже его продадите там, через год, через два уже даже дороже, чем он 2 года назад стоил новый. Вот такие чудеса у нас в России возможны, поэтому вот вам пища для размышлений, думайте, решайте. Я как Кашпировский вам буду говорить: ты откроешь свой бизнес, 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 ты откроешь свой бизнес. Друзья, спасибо, что смотрите, спасибо, что подписываетесь. Отдельное спасибо людям, которые пишут комментарии. Отдельное спасибо людям, которые ставят лайки. Подписывайтесь. Всех обнял, приподнял. До скорой встречи. Пока.